Кинолог Томас затаил дыхание, когда 14 немецких овчарок собрались вокруг маленькой девочки, которая часто помогала ему по хозяйству. Но когда она подняла руки, собаки отреагировали так, что он был совершенно ошеломлен. Томас был обычным деревенским парнем, и все в городе знали, как сильно он любил животных, особенно немецких овчарок. Он всегда восхищался тем, какими умными, преданными и благородными были эти собаки. Немецкие овчарки родом из Германии и известны как сильные служебные собаки. Некоторые люди считают их агрессивными, потому что они могут быть жесткими, когда защищают кого-то, но другие считают, что при правильной дрессировке они становятся такими же игривыми и любящими, как и любая другая собака. Томас определенно согласился со второй группой. Когда Томас рос, у него была немецкая овчарка по кличке Макс. Эта собака была не просто домашним животным. Макс был его лучшим другом. Верный, заботливый и всегда находившийся рядом Макс произвел на Томаса большое впечатление. Поэтому, когда люди говорили о немецких овчарках как об опасных, это его по-настоящему беспокоило. Вот почему он поставил перед собой задачу изменить отношение людей к этой породе. Однажды он наткнулся на расположенную неподалеку спасательную группу, которая занималась немецкими овчарками. У них возникли проблемы с поиском кого-нибудь, кто мог бы приютить щенка, которому пришлось нелегко. Маленькая собачка была брошена и выглядела очень подавленной в своей клетке. Сочувствуя щенку, Томас сразу же усыновил его, и с этого момента начался его настоящий путь в качестве дрессировщика. Щенок быстро стал его верным другом. Что бы Томас ни делал, собака всегда была рядом с ним. Он проводил время, тренируя щенка, помогая ему освоить задания и трюки, в которых использовались его сообразительность и природное послушание. Чем больше времени они проводили вместе, тем крепче становилась их связь. Этот опыт принес столько радости в жизнь Томаса, что он решил приютить еще больше немецких овчарок. Одна за другой его пушистая семья росла. Каждый раз, когда в его жизни появлялась новая собака, Томас встречал ее с распростертыми объятиями. Он вложил все свое сердце в создание места, где собаки могли бы жить счастливо, учиться и показывать, на что они способны. То, что раньше было тихим уголком, вскоре превратилось в оживленный рай для немецких овчарок и любителей собак. Со временем стая Томаса выросла до 14 удивительных собак. У каждой из них были свои особенности характера и таланты. Была Белла, всегда начеку и готовая защитить. Затем была Луна, спокойная и ласковая, которая принесла мир в группу. Зевс был полон энергии и проявлял естественность, когда дело доходило до тренировок по аджилити. У каждой собаки было что-то, что делало их уникальными, и Томас любил их всех одинаково. Но он был не единственным, кто заботился о них. По соседству жила милая пара со своей жизнерадостной дочерью Эмили. У нее были особые отношения с собаками, и она любила проводить время, помогая Томасу. Каждый день после обеда она приходила и присоединялась к нему, пока он ухаживал за собаками. Когда приходило время кормить собак, Эмили сразу же принималась за дело, отмеряя корм и следя за тем, чтобы каждый получил свою порцию. Она всегда улыбалась, и собакам явно нравилось, что она рядом. Они виляли хвостами, лизали ей руки и с нежностью прижимались к ней. Со временем она стала больше помогать. Она расчесывала их шерсть,
содержала в чистоте их помещения и даже участвовала в дрессировке. И дело было не только в собаках. Эмили и Томас стали близкими друзьями. Они часто вместе ели и обменивались историями, смеясь по пути. Несмотря на такое доверие, Томас следил за тем, чтобы Эмили никогда не оставалась наедине с собаками. Они были хорошо выдрессированы, но он хотел быть осторожным. Ее родители тоже заботились о ней и говорили ей держаться на некотором расстоянии, если поблизости не было взрослых. Эмили понимала это, но ее любовь к собакам была сильна. Большую часть времени она соблюдала правила, но в глубине души чувствовала, что ее к ним тянет. Их. Однажды солнечным днем это притяжение стало слишком сильным, чтобы сопротивляться. Ожидая Томаса, который зашел в дом за фотоаппаратом, Эмили решила не ждать. Они как раз собирались вместе проверить, как там собаки, но Томас вдруг подумал, что было бы неплохо их заснять. Поэтому он попросил ее подождать минутку, пока он забежит внутрь. Он понятия не имел, во что ему придется вляпаться. Всего через несколько минут Эмили подошла к собачьему вольеру и начала здороваться, как делала это каждый день. Она решила, что сможет начать действовать по заведенному порядку. Привлеченная радостным лаем и игривыми звуками, Эмили просто ничего не могла с собой поделать. Любопытство взяло верх. Ее сердце учащенно билось, отчасти от волнения, отчасти от нервов, когда она подошла к большим воротам вольера. Медленно-медленно она открыла ее, и звук лая эхом разнесся вокруг нее. Как только она вошла внутрь, все 14 собак бросились прямо к ней. Эмили, слишком маленькая, чтобы полностью осознавать риск, продолжала двигаться вперед, как делала всегда. Их хвосты со свистом рассекали высокую траву, издавая ритмичный стук, когда они приближались. Одна за другой собаки окружили ее. Их мягкая шерсть касалась ее ног, а мокрые носы нежно тыкались в ее руки, надеясь на еду, которую она обычно приносила. Но сегодня ее не было. Тем не менее, Эмили улыбалась и наслаждалась всеобщим вниманием. Как раз в этот момент Томас вышел и увидел, что происходит. Его сердце чуть не остановилось. Все, что он мог видеть, это стаю больших голодных собак, окруживших маленькую девочку. Сработал инстинкт. Он должен был защитить ее. Но прежде чем он успел пошевелиться, она сделала нечто такое, что заставило его замереть на месте. С игривым блеском в глазах Эмили схватила пучок травы и подбросила его в воздух. Собаки немедленно оживились. Их глаза остановились на траве, и они бросились за ней, как будто это было самое захватывающее зрелище, которое они когда-либо видели. Эмили смеялась и бросала еще травы, а собаки каждый раз реагировали энергично и радостно, подпрыгивая как настоящие профессионалы. Это превратилось в небольшую игру, в которой каждая собака пыталась перепрыгнуть через других, и все это ради горсти летучей травы. Томас ошеломленно наблюдал за происходящим, затем улыбнулся. Он понял, какой прекрасный момент он видит, и быстро достал фотоаппарат. Эмили теперь бегала и кружилась, хихикая, а собаки гонялись за ней по всему пространству, радостно высунув языки. Светило солнце, придавая всему пейзажу золотистый оттенок. Это было похоже на картинку из книжки с картинками. Эмили стояла посреди всех этих собак, потому что смех и игры были тем моментом, который стоит запомнить, и Томас был рад, что застал его.
Если и существовал когда-либо идеальный способ показать миру, что немецкие овчарки от природы не агрессивны, то это был именно он. Все зависит от того, как они обучены и воспитаны. Получив одобрение родителей Эмили, Томас выложил видео в сеть. Он понятия не имел, насколько популярным оно станет. Комментарии посыпались почти сразу. Вскоре клип стал вирусным, завоевав сердца людей по всему миру. Люди со всего мира были тронуты связью между маленькой девочкой и стаей сильных, но ласковых собак. Любители собак, родители и даже люди, которым просто нравились приятные истории, заполонили раздел комментариев. Храбрость Эмили и спокойное поведение собаки произвели неизгладимое впечатление. Видео получило тысячи лайков, репостов и сердечных сообщений от людей, которые говорили, как много это для них значит. Томас был горд. Его собаки наконец-то получили любовь и уважение, которых они заслуживали, и все это благодаря одной бесстрашной маленькой девочке и игривому моменту, запечатленному на камеру. С этого дня Эмили официально разрешили самостоятельно гладить и кормить собак. Ее связь с немецкими овчарками только укрепилась. Там. На этом сегодняшняя история заканчивается. Вы когда-нибудь позволяли ребенку проводить время с домашним животным в одиночестве? Что бы вы подумали, если бы увидели маленькую Эмили в окружении 14 немецких овчарок? Напишите нам в комментариях. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз.